Переговорщик подставил Путина? В Генштабе проговорились о следующих шагах Москвы. Дата завершения войны сдвинулась. Силовой сценарий все ближе. Трамп требует срочно принять сделку. Флот США в боевой готовности. Будет ли отдан приказ? Первая леди отправляется в тюрьму. Жители недовольны, адвокаты протестуют. Чем закончится столкновение гражданского общества и закона? Крупнейшая афера десятилетия. Схема простая, как двери, но почему-то осталась невидимой. Кто раскрыл, сколько заработали и чем занимались легендарные аферисты? Катастрофа для Кремля. Российская полиция перестанет существовать. Система, на которой держится власть Путина, разваливается, а патрульные исследователи просто исчезают. Что происходит? Об этих и других самых главных событиях вечера среды 28 января. Все, что имеет смысл, то, что действительно важно и интересно, в эфире «Нехта». Я Алексей Бурлаков. Начинаем. Кремль продает Западу мир через Донбасс? Красивая вывеска, но, как пишет Институт изучения войны, за ней у Москвы идет второй, куда более жесткий список требований. В своем отчете аналитики пишут о таких нестыковках. Переговорщик Кирилл Дмитриев говорит о выводе украинских войск из Донбасса как о пути к миру, а параллельно глава Генштаба Валерий Герасимов уже упоминает буферные зоны в Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях. То есть план, по сути, шире Донбасса, плюс политические цели. Это давление на НАТО и Запад, разговоры о коренных причинах войны, откат НАТО к границам 1997 года и требование смены власти в Киеве на лояльную Москве. В итоге на частичный мир Кремль не согласится и будет давить дальше, а любые намеки на сделку вокруг Донбасса уже превращаются в публичные конфликты и взаимные опровержения. Ну и угрожать Москва продолжает дальше. И они восприняли это как, конечно же, как предупреждение и предостережение от непосредственного вовлечения воинских формирований, воинских частей государств, членов блока НАТО в боевые действия на территории Украины. Еще одна армада США идет к Ирану. Трамп говорит это почти как комплимент, но в регионе такие комплименты обычно звучат перед очень плохими новостями. В июне мы уничтожили ядерный потенциал Ирана в рамках операции Midnight Hammer. Вы это видели. Люди ждали 22 года, чтобы сделать это, и мы были уже прямо на финишной прямой. Им оставался примерно месяц до получения ядерного оружия. Нам пришлось это сделать. И, кстати, еще одна прекрасная армада сейчас красиво идет в сторону Ирана. Так что посмотрим. Я надеюсь, они заключат сделку. Им следовало заключить сделку еще в первый раз. В зону ответственности Центрального командования уже вошла ударная группа авианосца «Авраам Линкольн» с кораблями, способными запускать томагавки. Пентагон усиливает авиацию и ПВО вокруг региона, а Белый дом параллельно оставляет дверь для сделки, но на жестких условиях. Вывоз обогащенного урана и ограничения по ракетной программе. Давление растет, и вопрос теперь самый простой. Тегеран сядет за стол или проверит, насколько красивая армада бывает опасной? Крупнейшая афера последних лет. В Евросоюзе раскрыли такую схему, что волосы дыбом. Санкции на бумаге, а в реальности сотни машин уехали в Россию через третьи страны. В Евросоюзе вскрыли одну из крупнейших за последнее время схем обхода ограничений, где главным транзитным коридором фигурирует Турция. В расследовании фигурируют как минимум 766 автомобилей, включая люксовые и коммерческие модели, под санкциями. По документам их чисто экспортировали в Турцию и другие страны, которые не присоединились к санкциям. Но дальше машины, как установили следователи, не оставались в пунктах назначения. После пересечения границы их переоформляли на новых юридических лиц или частных владельцев и везли дальше с серыми маршрутами, уже на российский рынок. Формально все выглядело законно, а по сути это был обход санкционного режима. Первую леди суд отправляет в тюрьму 20 месяцев. И это редкий случай, когда громкое политическое дело заканчивается реальным сроком. Суд признал ее виновной по эпизоду с дорогими подарками от Церкви Объединения на сумму около 80 миллионов вон. Это примерно 56 тысяч долларов. По двум другим пунктам манипуляции с акциями и нарушения правил политфинансирования доказательств не хватило. Решение можно еще обжаловать. На фоне этого падает и вся верхушка прежней власти. Ее
Ее муж, экс-президент Йон Сук Йоль, уже под арестом и проходит по делам, связанным с попыткой введения военного положения в конце 2024-го и обвинениями в мятеже. Но обещают, конечно же, апелляцию. Но это чрезвычайно высокий срок, назначенный с целью сформировать негативное восприятие у общественности. И поскольку по большинству пунктов обвинения был вынесен оправдательный вердикт, мы считаем, что этот срок оказался несколько выше, чем в других случаях, потому что подсудимая была первой леди. Жители на улицах столицы Южной Кореи не очень позитивно относятся к такому приговору, говорят, 20 месяцев – это слишком мало. Алкоголь под запретом. В Узбекистане вводят новые правила. Теперь просто так его купить нельзя. Только не за наличные. С 1 апреля хочешь купить – покажи карту или телефон. Налоговый комитет говорит, с 1 апреля 26-го табак и алкоголь будут продавать только по безналу. Банковская карта, платежное приложение или QR-код наличные в торговых точках запретят. Каждая покупка будет автоматически фиксироваться в налоговой. Полиция в России сыпется, и это уже не слухи, это слова замминистра с трибуны Госдумы. На обсуждении законопроекта замглавы МВД Игорь Зубов сказал, что ведомство ежедневно теряет личный состав. Увольняются. Набор новых сотрудников провал не закрывает. В отдельных службах, по его словам, дефицит кадров доходит до 40%. Что касается нашего некомплекта, то и министр, и мы все здесь неоднократно об этом говорили. Конечно, престижность службы в полиции сейчас упала. В рыночных условиях та заработная плата и социальные льготы, которые у нас есть, не соответствуют. Поэтому, да, мы теряем личный состав. Ежедневно у нас увольняются сотрудники. И это не первый тревожный сигнал. В марте 2025 года министр Владимир Колокольцев говорил о нехватке более 170 тысяч сотрудников. Тогда по цифрам МВД самый жесткий провал был в ППС, патрульно-постовой службе. 31,5% некомплекта. В уголовном розыске почти 24%, в наркоконтроле тоже почти 25%, в следствии 22,7%. Теперь в МВД фактически признают, кадровая дыра только растет. Илон Маск снова попадает в скандал, и снова по поводу Starlink. Радослав Сикорский, министр иностранных дел Польши, вице-премьер, реагируя на пост пользователя в сети, отметил Илона Маска и провокационно спросил: «Эй, большой человек, почему ты не блокируешь россиянам доступ к Starlink, если он используется для атак на украинские города?» Это была цитата. Он намекнул, что бездействие Маска могут воспринимать как попытку зарабатывать на военных преступлениях. Маск ответил в своем стиле, назвал Сикорского слюнявым имбецилом и заявил, что тот не понимает главного. Starlink, по словам Маска, это костяк военной связи Украины, и без этой системы украинской армии было бы куда тяжелее. На чьей вы стороне? Не забывайте написать в комментариях свое мнение, это правда очень важно. Трамп снова все не так понял. После разговора с премьер-министром Канады он бодро заявил, что Канада сдает назад. Но Оттава отвечает: нет, никто ни от чего не отказывался. Премьер-министр Канады Марк Карни подтвердил разговор с президентом США, но отрицал, что отказался от своих слов в Давосе, которые так раздражали Трампа. Правда, глава Минфина США Скотт Бессент утверждает обратное. По его версии, Карни очень агрессивно смягчал заявление о том, что миру пора принять конец порядка, основанного на правилах. Я объяснил ему, что за 6 месяцев мы заключаем 12 новых сделок на 4 континентах. Он был впечатлен, и мы обсудили, что мы намерены делать дальше, а также возможность, разумеется, двигаться вперед. Но чтобы было абсолютно ясно, и я сказал это президенту, я имел в виду то, что сказал в Давосе. Канада была первой страной, которая поняла изменения в торговой политике США. И мы на это реагируем. Мы реагируем позитивно, выстраивая партнерство за рубежом. На фоне американских тарифов Карни продвигает диверсификацию торговли, потому что около 70% всего канадского экспорта уходит в США. Трамп после Давоса отреагировал на это резко, заявил, что Канада существует из-за США, и пригрозил 100% пошлинами на канадский импорт, если Оттава вдруг заключит торговую сделку с Китаем. Сейчас, когда Канада это уже сделала, посмотрим, чем вся эта история закончится.
Албания запустила министра по борьбе с коррупцией из искусственного интеллекта. Ее зовут Диэлла, и она улыбается так, будто сейчас наведет порядок в госзакупках одним алгоритмом. Но это не новость. Новость в том, что людей, которые ее сделали, теперь обвиняют в том самом, против чего она должна была бороться – в коррупции. Об этом пишет The New York Times. По версии следствия, руководители агентства, создавшего Диэллу, могли крутить тендеры на господрядах, а параллельно антикоррупционная прокуратура добивается ареста вице-премьера по делу о возможном злоупотреблении бюджетными средствами. Для Эдди Рамы, премьер-министра страны, это уже политическая головная боль, особенно на фоне курса в Евросоюз, где борьба с коррупцией остается ключевым условием. Атака на российский флот, правда, теневой, да и атака экономическая. Теневой флот России в Балтийском и Северном морях получил прямое предупреждение: либо документы, либо вы никто. И это уже не риторика, а намек на новые перехваты и проверки на маршрутах. Заявление опубликовало правительство Великобритании, его уже подписало 14 стран. Суть простая: судно может ходить только под флагом одного государства и обязательно иметь действующие бумаги по безопасности и страховке. Нет этого, будут рассматривать как судно без гражданства. Для поддержания и укрепления морской безопасности в регионе Балтийского и Северного морей мы требуем, чтобы все суда, осуществляющие свободу судоходства, строго придерживались действующего международного права. Отдельно в тексте обвиняют Россию во вмешательстве в GNSS, то есть в спутниковую навигацию, и требуют строго соблюдать международное право ради морской безопасности. Планируете похудеть к лету? Спросите рецепт у российских авиакомпаний. Их самолеты теряют вес прямо в воздухе, разваливаются. Боинг 757, летевший в Иркутск, экстренно сел в Ханое. На борту было 238 пассажиров и 7 членов экипажа. Пострадавших нет. По данным ШОТ, отказал один из двигателей. Лайнер набрал высоту более 10,5 тысяч метров, подал сигнал бедствия и начал кружить над Ханоем. Это уже 4-й случай за неделю, когда российский борт ломается в воздухе. А по подсчетам новой газеты «Европа», в 2025 году таких инцидентов стало в 4 раза больше, чем в 2024. Более 800 неисправностей за январь-ноябрь. И это связывают с санкциями после начала широкомасштабной войны, которая развязана Владимиром Путиным против Украины. А в прошлом выпуске мы говорили с вами об ударе российских беспилотников по Беларуси, о жестком обращении Генсека НАТО к Европе, трезвой оценке сил континента и способности защититься от РФ, охота за головами в Евросоюзе, за поимку преступника дают миллион и, наконец, столица, где непонятно, что страшнее: реальный переворот или идеально собранный вброс, захваты туристических объектов, сообщения о покушении на диктатора. Все выглядит как сценарий, который можно запускать и как военную операцию, и как информационную. Вопрос, что происходит, тут ключевой. Так что, если не видели, обязательно посмотрите, а мы встретимся с вами уже утром.